общительный, щедрый, внимательный. тактичный. Сегодня в русском радиошоу положительные черты характера. Изучай русский с удовольствием и с русским радиошоу. Изучай русский с удовольствием. Друзья, всем привет! Вы смотрите и слушаете «Русское радиошоу». Подкасты и видео для тех, кто изучает русский язык. Я Сергей. И я Артур. И сегодня подкаст для студентов, чей уровень примерно А2, Б1. У нас будет полезная лексика. Тема сегодняшнего выпуска – положительные черты характера. Назови 3 положительные черты характера, которые есть у тебя. Я добрый. Я отзывчивый, и я думаю, что я щедрый. Я внимательный, заботливый и эмпатичный. Это правда. Заканчиваем подкаст. Все самое главное мы сказали. Не забудьте подписаться. Друзья, напомним, что если вы хотите изучать русский язык с нами, вы всегда можете это сделать. Если вы сейчас смотрите видео, то на экране появляются QR-коды, как заказать уроки с Артуром. Или с Сергеем. А если вы сейчас слушаете подкаст, то в описании к этому выпуску вы найдете все ссылки. Так, сегодня у нас важная тема – положительные черты характера. Я специально всю ночь сидел со словарем и проверял, чтобы эти слова входили в лексический минимум и уровня А2, и уровня Б1. Так что, если у вас примерно такой уровень, то вы узнаете много новых слов. Если ваш уровень выше, то вы повторите слова, потому что мы их забываем быстро. Это правда. А повторение – это что, Сергей? Мать учения. Так, ну что, мы составили список. Будем подглядывать, будем вам рассказывать, а вы можете записывать эти слова или запоминать, потому что это очень хорошая лексика. Первая положительная черта характера – общительный. Общительный человек. Кстати, вопрос – это положительная черта или это может быть отрицательная черта? Я сейчас подумал, Сергей, и если человек слишком общительный, то это может быть уже на грани, такой пограничной чертой. Но в нашем случае все-таки, мне кажется, это хорошая черта характера. Конечно. Мы очень общительные люди, мы любим общаться. Общительный человек – это человек, который любит общаться, знакомиться и разговаривать с другими людьми. Ему не нравится быть одному, у него обычно много друзей. И такой пример. Мой младший брат очень общительный, он всегда разговаривает с соседями во дворе. Угу. Я, когда вижу не соседей, а людей с собаками, в то время, когда я гуляю с Мартином, я тоже становлюсь очень общительным, я останавливаюсь, спрашиваю, как зовут вашу собаку, сколько ей лет и так далее. Итак, обратили внимание, мы будем называть черту характера, ее небольшое описание и давать пример фразы с этой чертой. Да. Угу. Так, следующая фраза от тебя. Да, и я как раз-таки хочу рассказать о черте характера, которую мы называем добрый. Добрый человек или добрая девушка. Да. Вообще черта характера доброта, но мы хотим, чтобы вы практиковали прилагательные. Конечно, какой? Да. То есть какой человек? Человек добрый. Мы говорим о прилагательных. Добрый человек. Это человек с хорошим сердцем, с добрым сердцем, говорим мы. Он любит помогать людям, животным и всегда делает добро. Он никому не делает больно и плохо. Например, она такая добрая, всегда помогает мне, когда у меня есть проблема на работе. Я очень люблю ее. Святая женщина. Абсолютно. Следующая характеристика – щедрый. Щедрый человек. Это человек, который легко отдает свои деньги, вещи или время другим людям. Он любит делать подарки и ничего не жалеет для других. Щедрый человек. Мой дедушка очень щедрый. Он купил мне новый телефон, хотя я не просил. Обратите внимание, в русском языке слово «щедрый» – это не значит человек, который очень богат и не жалеет денег на других. Нет, человек может не быть богатым, но при этом быть щедрым. Мы говорим, у нас есть такая метафора, он отдаст последнюю
рубаху. Последнюю рубаху. Это щедрый человек. Да. Мгм. Не путайте это просто с богатым человеком. Я расскажу о внимательных людях. Итак, внимательный. Это человек, который умеет очень хорошо слушать других. Он замечает маленькие детали и помнит все, что важно для вас. Например, он очень внимательный муж. Всегда помнит дату нашей свадьбы и знает, какие цветы я люблю. Красота. Следующее слово заботливый. Заботливый человек. Это человек, который делает все, чтобы другим было хорошо, комфортно. Он ухаживает за больными людьми, за маленькими детьми. Он всегда готов вам помочь. Он заботится о других людях. Моя мама очень заботливая. Она всегда спрашивает, тепло ли я оделся зимой. Все мамы заботливые. Это правда. И ты очень заботливый, И Сергей. ты очень заботливый. Я? Да, это правда. Да. Следующее слово, кстати, тоже к нам относится. Особенно, когда мы записываем влоги, мы очень тактичные. Да. И о ней расскажу вам я, об этой черте. Тактичный. Это вежливый человек. Обратите внимание, тактичный человек всегда знает и, главное, понимает, что можно говорить, а что нет. Что можно спросить, а что нет. И обычно такие люди не задают неприятных вопросов, которые могут поставить нас в тупик. Или в неловкое положение. О, да. Тактичный человек, как правило, это воспитанный человек, это тоже вежливый человек, это дипломатичный человек. Да. Синонимов много. Например, пример фразы. «Мой друг очень тактичный, и он не стал меня спрашивать вчера, почему я плакал». Отлично. Идем дальше. Следующая черта характера и следующая характеристика – отзывчивый человек. Отзывчивый человек. Это человек, который всегда готов помочь, если у вас беда. Он не пройдет мимо, если кому-то на улице стало плохо. Он всегда остановится и спросит, что-то случилось, у вас все хорошо. Отзывчивый человек. И такой пример. В нашем городе живут очень отзывчивые люди. Они всегда помогают своим соседям. Какой-то идеальный город. Да, просто невероятно идеальный город. И следующая черта, о которой расскажу я, это милый человек. Это очень приятный человек, с которым легко, это важно. Он вызывает только позитивные эмоции, улыбку и симпатию. Это милый человек, по-настоящему приятный человек. И пример фразы. «Твоя младшая сестра такая милая, она всем улыбается и очень хорошо себя ведет». Молодец, Милашка. молодец. Мы переходим к следующей черте – дружелюбный человек. И вы уже, наверное, можете услышать, увидеть, что в этом слове зашифрованы дружелюбный. Что-то связанное с друзьями, с Два любовью. корня, Да. два корня. Это человек, который ведет себя со всеми как друг. Он улыбается, говорит приятные вещи и всегда готов к позитивному контакту. То есть это человек, который к вам относится с симпатией, с любовью. Он ведет себя как ваш друг практически. У нас в офисе очень дружелюбная атмосфера. Все коллеги помогают друг другу. И вы видите, что не только человек может быть дружелюбным, но и атмосфера в офисе Да. может быть очень дружелюбной. Я даже добавлю, Сергей, очень многие эти черты характера мы можем использовать для описания атмосферы, Да. ситуации какой-то. Но об этом в других подкастах. На наших уроках всегда царит дружелюбная атмосфера. Это правда. Поэтому вы можете стать нашими студентами. Мы вас ждем. А я расскажу Давай. о следующей черте. И это честность, а соответственно человек честный. Итак, кто такой честный человек? Это человек, который всегда говорит только правду. Этот человек не лжет. Например, он очень честный бизнесмен. Поэтому люди всегда хотят работать с ним. Люди ему доверяют.
У меня была первая ассоциация, он очень честный бизнесмен, поэтому он такой бедный. О да, так часто говорят, Почему он такой бедный? Потому что он очень честный. Да. Надеюсь, вы поняли эту иронию. Это ирония, конечно. Следующая черта характера, следующая характеристика – верный. Верный человек. Это человек, который всегда будет с вами. Он не бросит вас в трудной ситуации. Муж и жена должны быть такими по отношению друг к другу. Они не должны изменять друг другу. Они не должны встречаться с другими людьми. Я имею в виду, конечно, сексуальный контекст. Ну, либо они должны договориться и разрешить это делать друг другу и оставаться верными. Да. Верной может быть жена. Это жена, которая не изменяет мужу. А муж? Верным может быть муж. Это муж, который не изменяет жене. Верным может быть друг, который всегда придет на помощь и никогда не предаст вас. А также верной может быть собака. Моя собака – один из самых верных друзей в моей жизни. Мартин – самый верный друг. Кстати, друзья, напомним, что вы можете отправлять донаты не только авторам подкаста, но и Мартину, который любит получать от вас подарки, который любит получать от вас косточки, вкусный корм и игрушки. Так что, если вы нажимаете сейчас, точнее, сканируете QR-код, отправляете свой донат, напишите «Для Мартина», и эти деньги будут потрачены исключительно на подарки и на вкусняшки для Мартина. Изучай русский с удовольствием. Я бы хотел поговорить о надежных людях. Надежный. Это человек, которому можно верить на 100%. Если он сказал, что что-то сделает, он это сделает. Вы можете на него положиться. Итак, надежный человек. Мой партнер по бизнесу очень надежный человек. Он никогда не опаздывает на бизнес-встречи. На него можно положиться. Идем дальше. Следующее прилагательное – трудолюбивый. Вы уже понимаете, это человек, который любит труд, любит работать. Не путать с трудоголиком, потому что, мне кажется, трудоголик – это уже наивысшая степень трудолюбия и не всегда здоровая. Да, это степень. уже диагноз. Это уже диагноз. Мы поставили диагноз всем трудоголикам, коими мы являемся. О, да. Трудолюбивый – это человек, который не знает, что такое лень. Он готов сделать сложную, скучную или тяжелую работу ради хорошего результата. Мои родители очень трудолюбивые. Они своими руками построили этот дом. Вау. Да. Неплохо. Следующее слово, следующая характеристика. Смелый. Смелый человек. Итак, это человек, который ничего не боится. Он готов делать то, что страшно или даже опасно. Он идет вперед, даже если есть большой риск. Например, пожарный или полицейский обязательно должен быть смелым человеком. Я, к сожалению или к счастью, не очень смелый человек. Мне кажется, я смелый человек. Да? Я думаю, что да. Нет, я не могу сказать, что я трусливый человек. Это не смелый человек. Ты не трусливый, ты Но смелый человек. Я не могу сказать, что я очень смелый. Смелость, опять же, в русском языке, смелость – это не только идти на какой-то риск, связанный с какой-то прямой опасностью. Смелый человек – это тот человек, который, например, в 50 лет решил сменить профессию. Почему ты показываешь на меня? Это я это говорю Абстрактно. конечно. Тебе нету 50, и ты не менял профессию. Мне 70, и я пенсионер. Итак, смелый человек, тот, который не боится ничего. Например, сменить страну, в которой он жил всю жизнь. Это смелый человек. Следующая интересная характеристика – уверенный в себе человек. Это очень важно. Уверенный в себе человек. Это человек, который верит в свои силы. Он знает, что он умный, сильный и все может сделать хорошо. Он не боится проблем и трудностей. Он уверенный в себе. Не путайте с характеристикой самоуверенный человек. Звучит похоже, но идея немножко отличается. Все-таки самоуверенный человек, особенно если это чересчур очень самоуверенный человек, это скорее негативная черта характера, хотя зависит от контекста. Ситуации. Да, зависит от конечно. контекста. И вот такой пример. На экзамене по русскому языку нужно быть спокойным и уверенным в себе. Это отличный Да, пример. это правда. А я расскажу о следующей важной черте. Толерантный человек.
Это человек, который уважает других людей, даже если они думают, выглядят, одеваются иначе, по-другому. Следующая черта характера – прямолинейный. Мы тоже с Артуром долго думали, это положительная черта характера или отрицательная. Конечно, вопрос, но мне кажется, что если человек прямолинейный, это может быть положительной чертой характера, если он делает это деликатно. Итак, прямолинейный человек – это человек, который говорит все прямо. Он не хитрит, он говорит то, что думает, прямо вам в лицо. Иногда, конечно, это бывает немножко неприятно, но это честно. И я еще раз подчеркну, что если человек делает это деликатно, корректно, то мне такая прямолинейность нравится, и такие прямолинейные люди мне нравятся. Да, это тактичность, да. Это должна быть такая смесь прямолинейности и тактичности. Да. Мой начальник очень прямолинейный, но деликатный человек. Если я сделал работу плохо, он мне так и скажет. Ты сделал работу плохо, в следующий раз сделай, пожалуйста, лучше, я в тебя верю. Отлично. Идеальный начальник. Да. И я расскажу о другой интересной черте, положительной черте. Забавный. Мартин забавный. О, да. Забавный человек. Это веселый и смешной человек, но не клоун. С ним всегда интересно, потому что он умеет шутить и делать так, чтобы люди вокруг улыбались и смеялись, и их настроение становилось лучше. Например, мой дедушка очень забавный. Он всегда рассказывает нам веселые истории из своей молодости. Круто. Мое слово жизнерадостный. Здесь зашифрованы два слова: жизнь и радость. Жизнерадостный человек. Это человек, который радуется жизни. Он любит каждый свой день, умеет видеть хорошее в мелочах, в погоде, в чашке кофе, во встрече с другом. И такой пример. Несмотря на то, что она болела, она оставалась очень позитивной и жизнерадостной. То есть это оптимист. Да. По Мне сути, кажется, это оптимист, жизнерадостный человек. Да. Мы очень жизнерадостные люди. Надеюсь. Надеюсь. Твое слово. Терпеливый. Это человек, который умеет ждать. Он не злится, если результат приходит не сразу, а через какое-то время. Мой преподаватель русского языка очень терпеливый. Он объясняет грамматику столько раз, сколько нужно. Я раньше был очень нетерпеливым человеком, но именно эта профессия меня научила быть терпеливым. И сейчас я самый терпеливый человек на свете, как и ты. Да. Я вообще умею ждать. Да, следующая характеристика, следующее прилагательное – решительный. Решительный человек – это человек, который может быстро принимать решения. Если есть проблема, он не думает неделями, а сразу делает выбор, сразу принимает решение и начинает действовать. И такой пример. В критической ситуации капитан корабля должен быть быстрым и решительным. Да, да. Ну что, мне кажется, что список неплохой. Друзья, напишите, пожалуйста, какие положительные характеристики относятся к вам. Вот прямо каждый из вас пусть напишет как минимум 3 слова. Какие вы? Пишите в комментариях, мы с Артуром будем все читать. Обязательно. И постарайтесь даже, может быть, написать небольшую фразу. Почему вы так думаете? Например, я решительный, потому что я всегда сам принимаю решения в сложной ситуации. Не забудьте поставить лайк, подписаться на Русское радиошоу. Если вы нас смотрите на YouTube, напишите комментарий, даже простое слово «спасибо» очень важно для нас. Если вы слушаете на какой-либо платформе подкаст, поставьте наивысшую оценку на этой платформе, например, 5 звездочек, мы будем вам очень признательны. А в следующем выпуске мы поговорим о негативных чертах характера, негативных характеристиках. Так что изучайте русский язык с удовольствием и с Русским радиошоу.